Привет, ребята! Сегодня мы поговорим об очень интересной теме — это резонанс самоцветов. Если вы уже какое-то время играете в игру Diablo Immortal, наверняка прокачали свои легендарные камни до 4 и более уровня, а там у вас появляется функция пробуждения и вставки дополнительных резонирующих самоцветов. Что они дают и как получить бесплатную силу самоцветов для прокачки своих легендарных камней с 4 и более уровня. И первое, что мы сделаем, это посмотрим мои предметы экипировки. Вы видите, что все они в синей рамке. Это значит, что в них вставлены самоцветы 4 и более уровня, и все они пробуждены. Пробуждение дает массу бонусов, плюс 10% к урону или минус 10% на время восстановления ресурса. И пробудить можно предмет с помощью специального ресурса. По-моему, оно называется «Пробуждающее эхо». Найти его можно в магазине. Материалы. И оно называется «Зарождающее эхо». Раньше его можно было купить только за донатную валюту, сферы. Теперь же его можно купить за 10 тысяч платины. По-моему, это изменение было примерно полгода назад. И это дало очень много возможностей для дальнейшего прогресса в игре Diablo Immortal. Ребят, все, о чем я сегодня буду говорить, касается пробужденных предметов экипировки, куда вставлены легендарные самоцветы, прокачанные до 4 и более уровня. И давайте посмотрим, какие камни вставлены у меня. Мы видим, что у меня вставлено несколько двухзвездных камней, а именно 4 двухзвездных и 4 пятизвездных камня. И у каждого есть такие дополнительные камешки. Их называют резонирующие камни, и они дают определенные бонусы. И вот интересно, давайте нажмем на первый камень. Это двухзвездный камень «Череп скорби». И у него есть дополнительный резонирующий камень, который тоже дает какой-то бонус. Мы здесь видим кнопку «Резонанс самоцветов». Переходим по ней. И видим наш основной камень, прокачанный до 6 уровня. Он передает резонанс 180. И дополнительный резонирующий камень — это жгучее презрение. 3 уровня двухзвездный камень дает резонанс 6 и передает его в общую копилку. Итого у нас 186. Но вот почему-то у меня здесь пустой слот. Если мы его нажмем, то мы можем выбрать, какой вставить камень. Мы можем ставить абсолютно любой легендарный самоцвет с одной звездой. За каждый уровень будем получать +1 резонанса. А можем вставить взыскательное эхо. Тогда он активирует специальные награды, так сказать, бонус резонанса. Мы, конечно, вставляем взыскательное эхо. Он у меня есть в арсенале, вот 5 уровня. Нажимаем, он передает 5 резонанс. И если мы набираем 10 очков резонанса из резонирующих камней, то мы получаем специальный бонус. Это то, что касается двухзвездных камней. Ребят, и самое интересное у нас начинается, когда дело касается 5звездных камней, прокачанных до 4 уровня и вставленных в пробужденный предмет экипировки. Смотрите, у меня есть камень вместилище мглы. Он дает резонанс 428 вместе с резонирующими камнями. Давайте его посмотрим. Если мы переходим в резонанс самоцвета, мы видим, что у нас сам камень прокачан до 5 уровня и 2 резонирующих камня. Это бремя спутника 3 уровня, он дает нам 24 единицы силы самоцвета, и камень сила и власть 6 уровня, который дает 186 единиц силы самоцвета. И тут, кстати, ребят, очень интересный момент. 186 единиц силы самоцвета, откуда они берутся? Дело в том, что когда мы качаем двухзвездный камень до 6 уровня, нам нужно 150 единиц силы самоцвета и 9 дублей этого камня. Каждый дубль камня — это 4 единицы силы самоцвета. Ну и простейшая математика. Мы 9 умножаем на 4, получаем 36, прибавляем 150 единиц силы самоцвета. Получается, что этот камень отдает нам 186 единиц силы. И это ключевой момент, что когда вы вставляете резонирующие камни в ваши легендарные 5звездные камни, они передают всю силу самоцветов, включая дубли. Это очень круто.
Ну и, кстати, я очень хочу вам посоветовать классный ресурс, называется DI Tools. Если вы хотите знать, сколько вам нужно сил самоцветов или дублей для прокачки камня с одного на другой уровень, то можете зайти на него, и там в очень простом виде все это представлено, причем на русском языке. Этот сайт не имеет отношения к моему каналу, просто у нас схожие названия, и я постоянно им пользуюсь, потому что ресурс реально очень классный. Получается, ребят, что у нас резонирующие самоцветы отдают нашему основному камню почти 200 единиц силы самоцветов. Давайте посмотрим, что у меня есть в копилочке. У меня всего 5 единиц силы самоцветов привязанных и 3 не привязанных. Мне этого не хватит для того, чтобы качнуть какой-нибудь камень 5 уровня до следующего уровня. Нам потребуется как минимум 50 единиц силы самоцветов и 1 копия. У меня такого количества нет, поэтому мы сможем качать его постепенно по уровням. Каждый уровень — это 1 дубль и 50 единиц силы самоцветов. Откуда их взять? Можно разбирать обычные легендарные камни или какие-то уже собранные камни, но самый простой способ — это извлечь избыточную силу самоцветов из нашей, например, вместилища мглы. Вы видели, что резонирующие самоцветы дают больше 200 единиц силы самоцветов. Как мы это сделаем? Мы подойдем к подмастерью ювелира, нажмем «Обработка самоцветов», «Передача силы самоцветов», выбираем наше прокачанное вместилище мглы, нажимаем «Извлечение силы» и извлекаем всю силу из него — 475 единиц. При этом вы увидите уведомление, что самоцветы будут убраны из гнезд снаряжений после извлечения силы. Но нам это и нужно. Мы извлекаем всю эту силу. И камень у нас превращается в дремлющий, но у нас появляется ресурс 475 единиц силы самоцветов. Теперь на вкладке «Управление» мы нажимаем на наш свободный слот, выбираем наш дремлющий камень и вставляем его. И мы видим, что этот камень больше не передает резонанс в нашу общую копилку, несмотря на то, что здесь написано 410. Ну, потому что он дремлющий, потому что мы всю силу самоцвета из него извлекли. Если мы посмотрим в наш арсенал, мы увидим, что у нас 480 силы самоцвета. Вот все, что мы извлекли. Теперь, как нам насытить его силой самоцветов из наших резонирующих камней? Мы его выбираем, нажимаем «Резонанс самоцветов» и вставляем сюда резонирующие камни. Тоже бремя спутника. Он даст нам 24 единицы силы самоцветов. Выбираем. Видите, этого совершенно недостаточно. Нам в общем счете нужно 475. Выбираем второй камень. Это у нас сила и власть. Вот он до 6 уровня прокачанный и дает 186 единиц силы самоцветов. И этого тоже недостаточно. Что нам нужно сделать, чтобы пробудить этот камень? Видите, до сих пор у меня вставлены 2 камня, но этот самоцвет у нас дремлет. Ну хорошо, мы подходим к подмастерью ювелира, нажимаем «Передача силы самоцветов», выбираем наше вместилище мглы и нажимаем «Насыщение силой». И вы видите, что он нам предлагает насытить его всего 265 единиц силы самоцветов вместо 475, которые мы извлекли. Мы выбираем их. Вот они у нас 480 есть. Насыщаем. И вуаля, у нас камень пробуждается. В результате этой операции, смотрите, ребят, мы получили весь наш действующий резонанс, и при этом в копилочке у нас осталось 215 силы самоцветов. То есть, ребят, получается, что резонирующие камни передают всю свою силу самоцветов и насыщают его силой. Поэтому для прокачки 5-звездных камней нам потребуется только дубли, и мы можем сэкономить огромное количество ресурсов на фарм силы самоцветов. Вот, например, я сейчас качаю осколок звездного огня. Он у меня на 4 уровне, прокачан уже дополнительно на 2 уровня. То есть осталось 3 раза его качнуть до 5. Я использовал 2 дубликата и 100 силы самоцветов. И мы можем качнуть его дальше. Качнуть его можно у подмастерья ювелира. Мы нажимаем «Обработка самоцветов», выбираем наш осколок звездного огня и нажимаем «Улучшить». И вы видите, что я его прокачал уже на 2 слота, использовал
2 дубликата и 100 единиц силы самоцветов. Но он мне тут же говорит, что у тебя уже есть 81 сила самоцветов для следующей прокачки. Тебе нужен только дубликат. Более того, из вместилища мглы мы только что выкачали более 200 единиц силы самоцветов для его дальнейшей прокачки. Получается, мне нужно всего 3 дубликата, и вся сила самоцветов у меня уже есть. Но, к сожалению, у меня дубликатов нет. Мы можем качнуть его еще на 1 уровень, купив дубликат на рынке. И посмотрим, почем у нас продается осколок звездного огня. Самая низкая цена 31 730 платины. В принципе, у меня даже практически хватает на 2 камня. Но я пока куплю только 1. Давайте мы его купим и качнем вместе с Эрил. И мы выбираем наш только что купленный камень. Самоцветы будут уничтожены. Хотите продолжить? Ну, к сожалению, да. И улучшаем его еще на 1 уровень. Класс. Получается, мне нужно всего 2 дубликата, чтобы качнуть его до 5 уровня. В общем, ребят, очень крутая функция. Что тут нужно понять? Что извлекать силу самоцвета у Сэрил, подмастерья ювелира, вы можете из любого камня, неважно, 1 звезда, 2 звезды или 5, если он прокачан до 2 уровня. Но если дело касается 2-звездных самоцветов, вставленных в гнездо с пробужденным предметом экипировки, то резонирующие самоцветы не передают ему свою силу самоцвета, они передают только дополнительный резонанс. И если вы вставляете правильный рекомендуемый камень, то у вас появляются дополнительные бонусы. Наоборот, если дело касается 5-звездного камня, вставленного в гнездо пробужденного предмета, то он, помимо всего, еще передает и силу самоцветов. Всю силу самоцветов, которую вы потратили на его изготовление. Вы можете выкачивать лишнюю силу из основного 5-звездного камня, куда вставлены резонирующие камни, и использовать ее для прокачки своих других предметов. Таким образом, ребят, у нас всегда будет необходимая сила самоцвета для прокачки 5-звездных камней, и нам остается только набрать необходимое количество дубликатов. Ну и если это видео оказалось вам полезным, пожалуйста, ребят, поставьте лайк и поддержите меня подпиской. А мы с вами увидимся в следующем ролике.